в нашей жизни очень важно на пути духовного роста иметь определенное знание. Что это за знание? Дело в том, что человек, когда чего-либо в жизни желает или чего-либо в жизни хочет, то, что он желает или то, что он хочет, очень объективно его объединяет с определенным его уровнем. Существуют и уровни не только хорошие, а существуют уровни плохого тоже. Допустим, уровни, они могут быть такими. Уровень блуда, насколько человек готов низко пасть. Уровень воровства, насколько человек может быть хитрым воришкой. Уровень объедания, насколько человек может объесться и насколько он является фанатом пищи. Ну и более высокие уровни, негативно высокие уровни, уровень хитрости, уровень злости, уровень ненависти, в который может человек попадать. Так, с одной стороны, человек является проявлением максимальной духовности, это большая редкость, конечно, а с другой стороны, это может быть проявлением, как правило, это проявление одного, но уникального качества, которое есть у человека. Так, допустим, мужчина может иметь качество, допустим, которое может ему мешать жить. Я выбираю самые нижние такие качества. Знаете, есть еще ниже, я сегодня тоже о них скажу. Вот, допустим, качество блуда. То есть у мужчины появляется качество блуда, он не может никаким образом остановиться, и когда это качество на него находит, то он не может никак с этим справиться, у него начинаются поиски, при этом у него может быть и семья, и хорошие отношения с близкими, и может быть не обязательно он может с кем-то сходиться, и не обязательно у него могут быть внебрачные дети, он может просто тратить деньги на женщин, а также он может просто быть, я не знаю, виртуально зависимым, еще каким-нибудь от журналов, вероятнее от каких-то видеопросмотров и так далее. И если у него в какой-то момент спросить и сказать ему, скажи, ты от этого страдаешь? Он скажет, да, я от этого страдаю. Бывают еще люди, которые попадают в зависимость низкой жизни. То есть это люди, которым нравится быть грязными, нравится шляться, нравится на улице спать, нравится себя казнить за что-то. И когда, допустим, человеку говоришь, ты рад в этом, он говорит, нет, я от этого очень страдаю. Бывают такие люди, которые страдают от того, что они переедаются, и каждый вечер, несмотря ни на что, они будут приходить домой, наедаться, после этого есть и в 10, и в 11 вечера, и в 12, и просыпаться ночью, и с вытаращенными глазами, в омрачении каком-то идти. Также бывают такие негативные элементы, когда человек не может сдержаться от таких наведений и внутренних таких омрачений, их можно называть, и когда он любит всех, хорошо ко всем относится, великолепно ко всем относится, обожает всех, но после этого все равно не может сдержаться и проявляет свою агрессивность, проявляет свою несдерживаемость и проявляет свое тяжелое состояние. Так вот, в каждом из этих состояний есть потолок и есть дно. Так человек может падать в самое дно и быть абсолютным обжорой и болеть в случае, если ему еды не дать. Или абсолютно гоняющимся за юбками или за штанами женщина или мужчина, которые не могут никак остановиться. И они могут в момент того, как у таких людей, может быть это метазадачей. То есть метазадача негативного рождения. Существует некое понятие метазадачи негативного рождения у человека, которое фактически кластерно, то есть объединяя огромное количество уровней, создает для человека условия жизни, при котором он имеет такую неординарную и такую абсолютно безобразную и такую невероятно гадкую привычку. И очень часто человек готов ради этой привычки пойти на все, что угодно. То есть готов бросить семью ради того, чтобы переспать с женщиной. Готов разрушить отношения, готов не зарабатывать деньги, ни о чем не думать ради того, чтобы принять алкоголь или наркотики или еще что. Это называется кластерными удовольствиями или кластерными привычками, когда человек во время омрачения никаким образом и ничего не может с собой сделать. И в этом случае
должна существовать в момент духовного роста. У большинства моих учеников могут возникать вот такие кластерные состояния, которые могут его затягивать или стягивать с пути духовного роста, по которому мы все-таки пытаемся двигаться. Мне необходимо это вам сказать, так как сегодня во время утренних занятий я начал просматривать, чем же все-таки больны мои ученики, которые проходят эти ступени. Я понял, что необходимо сказать это. И здесь сразу же появляется такой вопрос или появляется задача. Может ли каким-либо образом ученик школы, который подвергается, несомненно, вот таким состояниям, вырваться из этих состояний, и что ему необходимо знать для того, чтобы вырваться? Дело в том, что кластерные состояния, они имеют одну особенность. Они под собой имеют некое состояние удовольствия. То есть в случае, если у человека есть состояние удовольствия, он может гнаться за состоянием удовольствия. Но есть еще одно другое понятие, которое называется состояние удовлетворения. И состояние удовлетворения очень часто отличается от состояния удовольствия. Состояние удовлетворения, оно нуждается в идеологии, сейчас все станет понятным. Состояние же удовольствия, оно не имеет идеологии, оно может быть мимолетным, человек ради удовольствия готов на все. Удовольствие является фактическим желанием человека эволюционировать. То есть там вот плохо ли поступает мужчина, который гоняется за юбками? Нет, он эволюционирует каким образом? Он хочет как эволюционная единица как можно больше оплодотворить самок, я извиняюсь за то, что это говорю. И его, в общем-то, природная система или природная идеология, идея или заложенная частица природы оплодотворить как можно больше самок, она, в общем-то, дает ему возможность выживать как роду, как человеку, имеющему определенного ДНК, которая позволяет этому человеку, в общем-то, гоняться. Или там человек, который объедается, он думает, наверное, о том, что ему не хватит. Ну и это тоже как продление рода. То есть все можно объяснить с позиции эволюционирования или стремления человека выжить в этом мире. Ну и все можно объяснить с позиции микроудовольствия. Ну и чем же это все, уже я рассказал, да, и чем же это можно все заменить? Я уже сказал, идеологии какой? Человек должен себе поставить метацель. Эта метацель, она может быть глобальной, но она может очень изменить судьбу человека. Скажите, если бы у вас был выбор, допустим, если вы мужчина или если вы женщина, ну какой-нибудь выбор поставим, и у вас был бы выбор стать, допустим, очень знаменитым политиком, или быть чрезвычайно богатым человеком, или быть, допустим, человеком, я не знаю, какие-нибудь метазадачи, или быть человеком, имеющим колоссальные паранормальные способности. Скажите, вы бы это променяли на думание о чужих юбках, или на объедание, или на алкоголь? Скажите, променяли или нет? То есть у вас был бы выбор, или вы вот так дальше страдаете и гоняетесь за алкоголем, бутылками, там, юбками, едой, я не знаю, там, шлянием. В общем-то, найти эти негативные идеи, их достаточно много, и, в общем, там нервы, воспитание кого-либо, там, психи и так далее. Вы готовы были бы это променять? То есть, если бы у вас была одна мета-задача, к которой бы вы могли прийти, вы бы могли поменять эту мета или мегу-задачу на вот такие ежеминутные какие-то элементы в дальнейшем, которые приводят, как правило, еще и к страданиям. Сразу же хочу дать ответ. Каждый здравомыслящий человек, он никогда в жизни не готов променять свою мета или мега-задачу на то, чтобы бомжевать, или на то, чтобы каждый день там смотреть порно, или на то, чтобы каждый день объедаться и так далее. Наверное, идею вы поняли. Определите для себя мега-задачу. Вы это должны сделать. Напишите большими буквами и запомните, какая ваша мега-задача. Вы знаете, люди есть разные. Одного человека может прельстить слава, другого человека почет и уважение и власть, третий человек может желать огромного количества денег, четвертый человек, возможно, может желать там эфемерного чего-то, там встретиться с Богом, духовный путь развить, или там стать мега-магом, там, или, ну, у каждого человека может быть своя какая-то глобальная задача, которая может привести его, в случае, если это произойдет, приведет к полному удовлетворению его жизнью. То есть жизнь прожита не зря. Человек добился этой мега-задачи.
Какая задача вдохновляет? Обычно знаки там, воды, земли, это знаки, которых очень вдохновляют, там, денежные эквиваленты. А более высокие такие знаки, там, водолеи, огненные знаки, их вдохновляют больше какие-то слава, почет, уважение, власть и так далее. Ну так вот, наша жизнь, как я уже говорил, является неким путем духовного роста. Таким образом, человеку дается, несомненно, постоянная идея. Эта идея заключается в том, чтобы он с чем-то боролся. Так вот, в тот момент, когда у вас появляется негативное желание чего-нибудь сделать, там, ругать, или злиться, или объедаться, или изменять, или там искать кого-либо, я не знаю, придумайте для себя сами, напиться и так далее, то в этот момент вы можете включить мегазадачу и сказать: да, я готов это сделать, несомненно, и даже с легкостью бы сделал это, как и раньше. Но я это не сделаю, потому что у меня есть мегазадачи, и я это не сделаю дальше, внимание, ради того, чтобы и дальше произнести свою мегазадачу. Вы даже не представляете, та энергия, которая у вас обычно тратится на такую фигню какую-нибудь, которую придумали для вас некоторые системы, там, ложь, которые влияют на общее управление, на людей, которые живут на планете Земля, вы можете это все поменять на свою мегазадачу. И вот этот поток энергии вы можете запустить туда. То есть это выглядит так. Я боюсь, я страдаю, у меня панические атаки. И я готов это отдать ради выполнения своей мегазадачи. Стать, и дальше произнести себя, стать кем. Это... То, что я вам сейчас сказал, является одним из самых мощных инструментов, которые могут помочь человеку вырваться, навсегда вырваться и больше никогда не присутствовать в системе вот таких мелких микроудовольствий и микроудовлетворений. Та энергия, которую тратят обычно люди, она уйдет в другое русло. Пример. У меня было несколько друзей. Один из этих друзей, его условно я назову Юрием, он пришел ко мне и говорит: Андрей, вот у меня есть такая существенная проблема, у меня ничего в жизни не получается и так далее. Я целый день езжу на машине, не понимаю, чего я хочу, не понимаю, куда я стремлюсь. Я ему тогда задал вопрос: скажи, к чему ты стремишься, вот что ты желаешь? Он говорит: ну, только не ответь мне как человеку определенного уровня, ответь мне просто как своему другу, вот как человеку, которому ты можешь сказать правду. Вот доверься мне, все между нами останется и никогда дальше не пойдет. Он мне говорит: ну если говорить честно, то меня очень сильно интересует вопрос женщин. То есть для меня это ключевой вопрос, я все время думаю о женщинах, я смотрю порнографию, я там думаю о женщинах, где бы мне их найти, как с ними переспать, меня это беспокоит, я на протяжении целого дня либо об этом думаю, либо думаю об этом, либо я об этом думаю и мечтаю. Ну и вот это забирает все мои силы. Потом я ему задал этот вопрос и говорю: Юра, у меня не вопрос, а сделал ему предложение. Я ему говорю: смотри, то, что тебя больше всего беспокоит, на самом деле задача, в общем-то, нереализованная. Потому что чем больше ты будешь этого желать, и чем больше ты будешь в этом реализовываться, тем больше и тупиковее ты будешь сталкиваться с тем, что тебе будет вновь и вновь хотеться этого, и ты будешь вновь и вновь стремиться к этому. Это как алкоголик. То есть, как бы алкоголик не напился, он все время хочет напиться. Понимаете? То есть, это задача нереализованная. То есть, ты удовлетворения не получишь. Но если бы ты... Вот у тебя есть какое-нибудь желание? Он говорит: вот я с самого детства хотел стать гонщиком. Я говорю: это нет. Ну а зачем стать гонщиком? Я хотел стать гонщиком, чтобы быть очень знаменитым человеком. Отлично. А знаменитым зачем? Ну, наверное, чтобы материальное у меня увеличилось. Я бы хотел стать очень богатым человеком. Я хлопаю в ладоши, наконец ты нашел это. Разве это плохая задача или плохая мегазадача для человека стать очень богатым человеком? Может ли эта метазадача вдохновлять человека? Может. Потом я ему сказал эти слова: каждый раз, когда тебя начинает это мучить, каждый раз, когда ты начинаешь смотреть какие-то фильмы или начинаешь думать об этом, говори себе: я выключаю это, и я это выключаю и не буду этим заниматься ради своей цели, где я в дальнейшем буду очень богатым человеком. Что вы думаете? Ровно через год этот человек себе купил очень большой дом.
Хотя никаких вообще даже намеков на это не было. Это произошло после морского курса. У него немножечко было затянуто с отношением с девушкой, которая его там футболила. Потом немножечко отошел он от этой темы. В дальнейшем вот купил себе дом, имеет сейчас хорошую женщину, имеет. И когда я его видел последний раз и задал ему вопрос: скажи, ну как ты живешь, как ты чувствуешь себя, чем ты занимаешься? Он говорит: у меня нету сейчас идей никаких, это он обманывает, потому что если бы не было, он не говорил. Но говорит: я сейчас люблю одну женщину, у меня есть дети, я хочу, чтобы она родила мне еще ребенка, у меня есть задача, буду в дальнейшем очень богатым человеком и, в общем-то, в этом направлении шевелюсь. Люди так много тратят энергии на фуфло, люди так много энергии тратят на фигню. Если бы они эту энергию, а вы должны понимать, что существует некая энергия, которую я раньше в первой обновленной и второй ступени называл таким тайным словом намерением. Я говорил, если бы люди, вот желание и намерение это одно и то же, если бы люди в ходе своих удовлетворения потребностей, удовлетворения микропотребностей, микроудовольствий, если бы они в ходе удовлетворения этих микропотребностей, микроудовольствий меняли бы желание на удовлетворение микроудовольствий на удовлетворение более глобальной задачи, все бы были уже, ну, по крайней мере, очень богатыми людьми точно. Здесь встает вопрос, как? Для эзотерика это не важно, потому что для эзотерика важно понимание самого закона. В эзотерике нету такого понятия, как это произойдет. Если вы задаете себе вопрос, когда вы идете к этой задаче и задаете себе вопрос, как же это должно произойти, то знайте, это не вы разговариваете в данный момент, с вами разговаривает черт. Он не дает вам возможности понять, почему. Как же вы будете знать как, если вы до этого... Если бы вы знали как, то вы были бы уже богатыми людьми. Поэтому, когда вы задаете вопрос как, то вы у себя прошлого спрашиваете. А разве может ваше прошлое, которое было бедное, объяснить вам, как стать богатым? Разве может или нет? Но ответ такой: нет, конечно. Знают ли люди, что в погоне, знаете, как часто люди просто меняют чепуху на более глобальные задачи? Вы знаете, что меня в моей жизни это очень вдохновляло, потому что когда мне было плохо, когда мне не хотелось ничего, я говорил, зато я иду навстречу такой-то цели. И это меня вдохновляло, я вытаращивал глаза, и это меня вдохновляло. Вы представляете, метазадачи, мегазадача, задача, которая окрыляет, которая может вдохновить, самая амбициозная, самая претенциозная и самая нереальная, может помочь человеку реализоваться и в том числе на пути духовного роста. Можно сказать, что деньги не являются на пути духовного роста для человека мотиватором. Я с этим не соглашусь. Вы знаете, неважно быть богатым человеком или бедным, но богатым быть лучше. Вы знаете, неважно, на чем ты спишь, в тепле или там в прохладе, но в тепле приятнее. Неважно, что на тебе одето, старая одежда или новая, но новая приятнее. Не важно, что ты ешь, просто вермишель каждый день там без мяса, или каждый день новое блюдо, рыбные коктейли какие-то и так далее. Но рыбные коктейли приятнее, чем все остальное. Понимаете, такая особенность. Да, возможно. Но вы же никогда не были богатыми людьми, возможно, а кто-то и был. Ну так я вот хочу предложить, если это задача, если это мега-задача, то она очень может вдохновлять человека. Главное ее помнить, что это ваша мега-задача. Я считаю, что на пути духовного роста для человека одной из помех является его бесконечная бедность, в которой он оказывается. И эта бесконечная бедность, ее можно выкупить
эту бедность вот этими мини-пожеланиями или мини-удовольствиями, вот эту бедность можно вот не поспать, не полежать, а ради денег зарабатывать, понимаете? Вот это все, это делает человека богатым. Я об этом буду рассказывать своим детям и буду говорить, что вот эти микро наши желания, которые ни к чему в итоге не приводят, они нам очень мешают в жизни. Вы представляете, я гляжу на детей, которые ходят по улице и просто шляются с вытаращенными глазами, взрослых людей, которые вот просто слоняются, и вот просматривая их задачи и просматривая их поведение, могу сказать, первая задача, в которую они впадают, это страдание. Вторую задачу, вопросы, почему это не так, у меня ничего не получится. Третье, это если мужчины, то это поиск женщины, с которой, наверное, нужно говорить, или мужчина, или там женщина ищет мужчину, который в дальнейшем будет ее жертвой, которого можно эксплуатировать, там самой не работать, и который решит все ее вопросы, как бы, там, после этого решения свои, потом начинается там покурить, выпить, протрындеть с подругами, у мужчины это там где-то посидеть с кем-то, микроудовольствия, которые имеют под собой какие-то глубинные микроудовольствия. Эти удовольствия могут быть страдания, злость, ненависть, это пыжатся люди ради того, чтобы выглядеть как-то особенно. Это все можно обменять, потому что человек, который двигается на пути своей метазадачи, он метазадачу получает за счет обменивания вот этих микро ненужных удовольствий. В тот момент, когда вы хотите наорать на ребенка, скажите: я не наору, потому что я посвящаю это достижению мегацели, быть там кем-то или тем-то. Вот так. Скажите, вам нравится то, что я говорю? Не от того, кто бежит, и не от того, кто хочет, а от Бога милующего. Ой, что это вас накрыло? Что это вас накрыло, друзья мои? Женя, у нас что, доступ есть сейчас всем подряд? Ужас какой. Низко кланяюсь, учитель. Может, не в тему, 2 минуты займу. Вчера был суд, вечером и утром просил прибежище у учителя помощи. Суд отложили, сами не понимая почему. Спасибо, Андрей Андреевич. Всегда помните, что ученик, который берет у меня прибежище, он становится моим должником. Поэтому, когда вы взяли у меня прибежище, помните, делайте для меня хоть что-то, там, распространяйте видео. Спасибо в этом случае не работает. Прибежище является плотной энергией, и человек, который берет прибежище, он фактически становится должником. Ну, не нужно быть должным человеку, такому как я. Поэтому, когда вы просите прибежище, там, вы должны знать, что в дальнейшем вы должны как-то оплатить. Но это не обязательно деньги, это должно быть не спасибо там, и так далее. Это что-то, что может принести мне пользу, понимаете, персонально мне. Поэтому вот так это может выглядеть. Прибежище попросили, после этого вы входите там в YouTube, распространяете мое видео, тем самым как бы расчет делаете. Ну вот, вы знаете, в эзотерике все буквально. Эзотерика, она не эфемерная наука, она наука, объясняющая то, что люди скрывают. То есть люди, они обычно строят все так, завуалированно, знаете, ну завуалированно выглядит так, можно просто это делать, можно, я тебя приглашаю, приходи чай попить. Ничего, он чай тебя не приглашает пить. Ему не нужно чай вообще. Буду смотреть на твою красоту. Знаем, на что он будет смотреть. Потом на то, что он насмотрится, дети рождаются. 3-килограммовые. И пузо трескается. Я извиняюсь за такие подробности. Видите, как бы ниже плинтуса. Но зато в эзотерике, эзотерика моя, она стремится к тому, чтобы стать понятной и чтобы вот эту всю мишуру, которая связана с тем, что высокие слова, красивые фразы, какие-то вот бархатные такие кружева, чтобы это снять, чтобы осталась только плоть. Потому что когда человек понимает, как плоть до рефлекса сокращается и как плоть себя ведет, то тогда мы можем понять, каким образом с плотью работать. Мы можем понять, что такое физическая, эмоциональная плоть, энергетическая, без вот этой вот всей расписной красоты.
Я недавно буквально смотрел Ицхака Пентасевича, который также расписывал красиво, знаете, и пишет, и красками, но никак вот точно не скажет, знаете, и вот так же красиво, так же много слов, и такие возвышенные слова, и это с этим соединяется, и это под этим лежит, и это над этим торжествует, и торжествует это над этим, и магия в этом. И также все красиво, и там прямо все выложено в какие-то, а вот тела нет. И потом, когда человек изучает такое глобальное количество информации, и у него вдруг придет идея стать богатым человеком, он этого сделать не сможет, хотя по идее у него огромное количество информации. Так очень часто проявляется эзотерики. Так людям дают информацию о мирах, о тонких структурах, о чакрах или еще о чем-то, но нет вот этого «делай так и будет так». Я создавал школу, потому что мне хотелось давать людям таблетки. Потому что я сам по себе больше склонен к тому, чтобы заниматься врачеванием человека. И мне не хотелось, чтобы человеку просто дули в лицо. Мне хотелось дать ему эзотерическую таблетку, чтобы он выпил ее и разбогател. Или выпил и стал счастливым. Или выпил и был... развил паранормальные способности. Вот я к этому всю жизнь стремился. И каждый год стараюсь все-таки имени меня в честь меня для меня, одним словом, рекламу себе сделал. Стараюсь все-таки выпускать более эффективную эзотерику и так далее. Извините за манию величия, продолжаем. Итак. И, конечно же, подчеркните это. Конечно же, это путь, который поможет вам полностью вот видоизмениться. Внешне, внутренне. Ради глобальной задачи человек может очень многое. Он может пожертвовать едой, пожертвовать отдыхом, он может пожертвовать... Но вот эти мелкие микрозадачи вечные, знаете, ой, чем я дам? Да ладно, какая разница, чем-то буду отдавать. Главное, я посвящаю метазадачи, я скоро буду богатым человеком, мне нужно работать, я буду там в этом направлении действовать. Или без направления, буду думать, обучаться, читать, слушать. Мягко метазадача изменит человеку судьбу. Мягко. И она сама даст вам идеи. И как, и условия. Главное, чтобы она была. Мы посвящаем свои метазадачи микроудовольствию. То есть я хочу микроудовольствиями заплатить за макрозадачу. Вот так. Ну, продолжаем. Я рад, что мои таблетки эффективны.